Всем привет! Меня зовут Вита, я автор кукол и игрушек, а также коллекционер кукол. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня увлекательное видео, впрочем, как обычно, но мы будем говорить об исключительных, невероятных силиконовых куклах от студии Фисен и скульптора Мистер Зет. Надеюсь, я говорю все правильно. Сейчас поймете, почему я не знаю всего этого. У меня конкретно это Бинг, блондиночка. И эти куклы наделали, мне кажется, много шуму в интернете и в кукольных сообществах. А почему это так? Сейчас поговорим. Начну с того, что когда я увидела предзаказ, на тот момент я вообще не интересовалась этими куклами, не знала вообще ничего про них, никогда не трогала даже такую силиконовую куклу. И я просто увидела этих девчонок, влюбилась с первого взгляда, оформила предзаказ и потом стала разбираться, что это вообще такое. Я не знала даже, как вообще проходят эти предзаказы, сколько ждать эту куклу, вообще как с ней взаимодействовать, что я получу. Потом стала выяснять, оказалось, что ждать долго. Вот оформила предзаказ я в конце января, получила куколку только 2 недели назад. И как-то неожиданно для меня эти City Girl стали выглядывать на меня со всех уголков интернета. Так много коллекционеров, так много каких-то моих знакомых, которых я даже не знала, что они коллекционируют кукол, заказали себе эту девчонку и показывают у себя в соцсетях. И, как мне кажется, именно вот эти 2 девочки стали таким, как окном для многих кукольников к силиконовым куклам. Для многих они стали первыми такими куклами в коллекции. И для меня тоже. Я даже не думала, что вообще буду такими куклами интересоваться. А тут хопа, и вот она уже целая у меня. И я хочу, кажется, еще теперь таких кукол. Вот. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что образ, видимо, настолько удачный, и настолько он массово востребованный, что ли, что многие люди, именно вот, взглянув на промо-фото, заинтересовались и приобрели этих куколок. Это очень круто. И я могу сказать, почему мне кажется это так. Я думаю, эти куколки выглядят самыми цельными, самыми играбельными, что ли. Потому что многие силиконовые куклы на каркасе для меня выглядят очень безликими. Я не знаю почему, но вот я на них смотрю, и даже какие-то интересные молды меня вообще не цепляют. И особенно меня почему-то не цепляют куклы с волосами. Вот они какие-то вот как манекены. Вот я не вижу в них ни куклы, ни образа. Я не знаю почему, не обижайтесь, кто их любит. Вот. Но именно City Girl с их молдированными классными прическами и с их интересными аутфитами для меня вот стали открытием и вообще привлекли внимание. Ну что, сейчас буду распаковывать. Вот она в такой коробочке брендированной. Я уже туда заглянула. Я не могла устоять, я никогда в жизни эту куклу не видела. И я уже заглянула, посмотрела, как она выглядит. Это очень круто. Так что сейчас буду вам показывать. И хочу сказать, что я снимаю это видео на свою новую камеру. Наконец-то, впервые за всю мою жизнь у меня есть собственная камера. Раньше я пользовалась фотоаппаратом мужа, бывшего. То есть сейчас у меня этого фотоаппарата, соответственно, нету. Ну и, честно говоря, он немножко устарел, на него довольно сложно снимать в современном формате. И долго-долго-долго все свои видео, фото я снимала на бюджетные телефоны. Да. И как бы я знаю, что качество не очень, но к блогу я относилась как к хобби от хобби. То есть мое творчество, есть коллекционирование, это хобби, и есть блог, он уже, знаете, еще ниже. Но в последнее время я начала очень активно вести блог, я регулярно снимаю. У меня прибавилось подписчиков, за что вам большое спасибо. И я решила, что пора как-то обновлять себе картинку и выбирать камеру. Очень долго я к этому шла, потому что я вообще не люблю технику, я с ней не умею разбираться, мне это очень сложно дается. И выбор камеры для меня был прям испытанием. Вот. И я в итоге остановилась на Sony A6400. Это бюджетная камера,
Она и фоточки делает, и снимает. У Сони замечательный автофокус, насколько я знаю. Вот. Купила уже кучу всяких приблуд удобных для нее. В общем, разбираюсь, развлекаюсь и надеюсь, что вам понравится картинка в этом видео. Надеюсь, я все сделала правильно. Ну все, не буду томить, давайте распаковывать. Вот такая коробочка. Когда кукла ко мне пришла, внутри коробки что-то дребезжало и болталось. Я подумала, ну все, капец, что-то сломалось. Оказалось, что сломался там прозрачный блистер, сейчас буду распаковывать, увидите, и несколько кистей выпали и болтались в коробке. Насколько я знаю, не только у меня случилась такая ситуация, но блистер прям очень мягкий, а содержимое его очень тяжелое, поэтому ничего удивительного. Также сама коробка, она тоже прям, знаете, такая довольно мягкая. Вот прям картон, он ни от чего не защищает. Поэтому, конечно, замечательно, что у них есть коробки защитные. В общем, вот такая красота. Вот. Это изображена Бинг, блондиночка. А здесь на обратной стороне обе девчонки. Вот. Цвет красивый. Конечно, стиль, дизайн. Все бомбическое, просто прекрасно. Почему я выбрала именно Бинг? Честно говоря, аутфит мне частично больше нравится у шатенки. Но я хотела блондинку. Вот мне кажется, я блондинка, она блондинка. И вообще мне кажется, что блондинки смотрятся всегда более выигрышно. Шатенка как-то постандартнее, что ли, пообыденнее. Вот. И мне очень нравится платье у Бинг. Поэтому я решила, что раз мне вот две опции нравятся, волосы и платье, я возьму ее. На самом деле хочется и вторую, но, наверное, если бы у нее был другой молд, я бы ее взяла. Или хотя бы, если бы у нее был другой молд прически. Вот. А так, ну, как бы две одинаковые куклы, мне особо они не нужны в таком виде одинаковом. Одежду, наверное, можно будет и найти где-нибудь еще. Вообще, на Алиэкспресс очень много одежды для экшн-фигурок. И она обалденного качества. Собственно говоря, про одежду мы сейчас будем распаковывать, поговорим. У меня есть несколько элементов, которые я покупала для Барби. Кстати, как раз в прошлых видео рассказывала, что открыла для себя качество одежды для экшн-фигурок, что она абсолютно бомбическая. Все, погнали на ближний план открывать. Ну что, открываю. Посмотрите, какая здоровая толстенная коробка. Так. Внутри тут дополнительная бумажка вот проложена. Тут такая открыточка. Смотрите, какая красота. Знаю, что не всем ее положили. Ну, уж не знаю почему. Не то, чтобы она очень ценная, мне кажется, но приятно. Повешу себе на сеточку над столом. Так, вот тут два яруса. Видите? На первом ярусе у нас лежит куколка. Снимаем верхний блистер. Вот она. Вот она. Давайте теперь посмотрим второй ярус, а потом уже все остальное. Оп. Здесь у нас, видите, вот это вот все разбилось, и вот эти кисти болтались по округе. Здесь подставка, прорезиненное основание. Вот. Тут надпись на подставке. Именная и блестящая. Так, тут у нас штырь для подставки. Подставка прям добротная, очень добротная. Такой шикарный гнущийся штырь. Я потом собирать. Два держателя. Вот. И, соответственно, тут много-много разных кистей. Вот таких вот. Их можно менять. Тоже покажу потом, как.
Сама невероятная девчонка. Что ж, у меня же ручки дрожат. В общем, смотрите, здесь тоже стопы есть, как кисти, они тоже сменные. Потому что сама обувь у нее... Это на этом. Сама обувь у нее на шарике, как кисть и стопы. Вот. То есть там ноги нету под обувью. У нее есть мороженка странного болотного цвета. Но, честно говоря, довольно прикольно. У меня ассоциируется с чем-то типа зомби. Зомби-мороженка. У нее есть вот такой обалденный, стрёмный заяц. Это брелок. Его реально можно повесить на сумку. Двусторонний. То есть прям полноценная такая мини-фигурка с малюсеньким карабинчиком. И у нее есть телефон в обалденном заячьем чехле. Смотрите, какое чудо. Вообще, просто обалденно. Насколько я знаю, он вытаскивается. Он там на двусторонний скотч приклеен. Вот. Сейчас. Вот он, видите? На двустороннем скотче. И там прям камера, все есть. Еще обратно его вернем, чтобы не потеряла. Это прям iPhone, наверное, да? Не знаю, я в телефонах не сильно разбираюсь, но я думаю, это iPhone. Так, поехали. Сумка. Сумка обалденная. Очень большая, такая модная, современная. У нее все молнии рабочие. Посмотрите. У нее рабочие кармашки. Вот они. Вот это тоже расстегиваются. Ну, тут еще, правда, вот эти надо расстегивать в лямки. Вот. И, соответственно, все фастексы, то есть оно все расстегивается. Ой, ладно, потом. В общем, они должны расстегиваться, но я вместо этого выдернула ленточку. Сейчас обратно уберу. Давайте попробуем. Блин, ладно. Видимо, они не особо держатся. В общем, тут тоже кармашек. В общем, это прям мини-сумка для человека, которую взяли и уменьшили. Тут внутри наполнитель, я не буду его вытаскивать. Мне нравится, что сумка держит форму. Скорее всего, я ничего туда класть не буду. Давайте ей брелочек куда-нибудь прицепим. Такой маленький, что мне как всем очень неудобно. О! Кайф, кайф. Ну просто кайф, ну скажите. Это вообще что-то обалденное. Так, идем дальше. Пока не буду показывать. Сейчас я сперва все остальное. Тут у нее курточка, тоже в таком городском стиле, немножко апокалиптичном, да. У нее курточка, смотрите, здесь даже на манжетах липучечки есть. Вы посмотрите на это, а. Это же вообще что-то невероятное. Вы посмотрите на это качество, меня оно поражает. Это же что-то с чем-то. Я вообще ни у каких других кукол я не видела такого качества одежды. Ни у кого. Даже у Integrity, не знаю, у Барби, которые дорогущие. Вот это самое лучшее, что я видела, потому что оно реально масштабно. Оно настолько все аккуратно выполнено, со всеми работающими вот этими вот липучечками, кнопочками, застежечками, кармашечками. И все такое в размерное. Вот эти молнии вообще, когда первый раз их увидел... Ух ты, прикольно. Здесь, кстати, обратная молния как будто бы, да? Да, смотрите, здесь две. Здесь обратная и прямая. В общем, когда я впервые увидела эту молнию, когда получила с Алиэкспресс курточку для Барби, которую я заказывала, вот, я просто обалдела. Я не знала, что такое есть. Вот где такие купить? Кто-нибудь знает? Я прям очень хочу себе такие молнии. Посмотрите, здесь даже все внутренности вот сделаны. Здесь вот такие вот, как их? Карабинчики. Не карабинчики, застежечки. Не суть. Было бы прикольно, если бы здесь еще лейбл был вообще вот просто. Я бы из штанов здесь выпрыгнула от радости. Все застежечки, все сделано, все кармашечки. Ну вообще, посмотрите.
Вообще все рабочее. Вот такая куртка. И давайте к самой Бинг перейдем. Опа, опа. Так, девчонка в пакетике. Давайте его снимем. Ой, такой запах приятный, сладковатый, знаете. Она так странно пахнет, как будто какой-то парфюм. Видимо, это запах силикона, да? Вот. Вот она вся силиконовая. Она опудренная приходит, насколько я знаю. Но потом, если пользоваться, за ним нужно ухаживать за силиконом и периодически его мыть и пудрить. Вот такая вот у нее обувочка, смотрите. О, смотрите, какие кроссовочки. Отпад. Вот, голова у нее из винила, да? Наверное, из винила. И руки и ноги тоже. Вот. Смотрите, какая девчонка шикарная. Ну вообще, ну просто. Ай. Вот, смотрите, какая красотка. У моей Бинг, правда, небольшой косяк. У нее правый уголок губы, нет, левый. Если для куклы, то левый. Он немножко выше прорисован. Вот, это не прям сильно заметно, но есть. Но я так понимаю, роспись у них вручную вся делается. У Бинг совершенно фантастический. Молд очень красивый. Именно он тоже стал одной из причин, почему эта кукла так выстрелила. Вот этот азиатский, нежный и вот прям дорамный молд. И роспись тоже такая, макияж в азиатском стиле. Паричок. Это молдированная прическа. И кто-то писал, что для него это минус, но для меня это большой-большой плюс. Я не очень люблю на силиконовых куклах волосы. Вот я уже об этом говорила, что они как-то мое внимание не привлекали в таком виде. И я очень люблю молдированные прически. Я вообще люблю красивый скульпт. Также эта прическа не топорщится, не портится, ее не нужно расчесывать. Я вообще тот человек, который практически не играет с куклами. И для меня потребность в расчесывании минимальна. А тут прям красивая причесочка, долго держится. Да и скульпты всегда классно смотрятся. Вот. Поэтому мне очень это нравится. Так, у нее должно сниматься личико. Давайте смотреть. Вот. Тут оно на магнитах и раскладывается вот по... Насколько я знаю, оно должно раскладываться вот здесь по щи. Да, вот. Ха-ха. Вот такой тут магнит и паз. Прикольно, да, сделано, что разрез идет по прическе. И удобно, и вообще незаметно. Пока я не увидела, что это так действительно происходит, я не знала, что у нее такой разрез. У нее здесь еще и пирсинг. О, видите, в ушках прокрашен. Вот. Так, глазки у нее поворачиваются. И я думаю, это стало причиной того, что многие были недовольны ее глазками. То есть, что на промо-фото было красиво, а в результате типа она раскосая. Мне кажется, это не так. Блин, как мне подлезть-то туда? Давайте сначала тело положу. Я думаю, у нее прекрасный разрез глаз, очень красивый. И давайте посмотрим, как глазки повернуть. По идее, просто оп, за штырек. Ой, вообще прелесть. Люблю такие штуки. Я же своим все поворотные глазки делаю. Еще я очень люблю, когда взгляд направлен в сторону. Каждая ресничка, каждая бровиночка. Все прорисовано. Все, давайте я буду собирать обратно и поговорим еще о теле. Голова у нее тоже снимается, насколько я знаю, как и там кисти, стопы. Вот, давайте о самом главном. Силиконовое тело. Это что-то невероятное. На ощупь это удивительно. Мне очень нравится, очень сильно нравится. А еще мне кажется, что у нее перекошены... О, господи, у нее там... У нее там, походу, двойной шарнир, да?
То есть у нее поднимается и вот здесь, как будто бы и в плече. То есть у нее может быть, вот видите, перекошенное у нее плечо. Вот я так сделала, и она как будто немножко задрала плечико. А если вот так опустить, то вау! Вот это да! Ручки у нее сгибаются. Там, я так понимаю, тоже двойной. Ну, как бы до конца не сгибается, потому что силикон уже не позволяет так гнуться. Но вообще очень естественно это выглядит. И положение сгиба, и вообще внешний вид. Тут все ямочки проступают, когда сгибаешь. Насколько я знаю, надолго оставлять ей вот так вот в согнутом виде нельзя, конечность, потому что на силиконе остаются заломы. Вот. Видите, как красиво все выглядит. Прям вообще. Кисти, соответственно, вот тут надеваются на шарики. У нее тут специальные напульсники. Напульсники на липучке. Это же тоже круто. Давайте их снимем. Оп. Это же вообще кайф. Кайф. Вот там такая фигнюшка. Вот. Ну, напульсники нужны, чтобы скрыть вот этот вот вид силикона. Меня, как шарнирщика, это вообще не смущает, потому что я привыкла к таким штукам. Но, конечно, когда все тело бесшовное, это довольно, ну, бросается в глаза, да, что у нее руки с разрезом вот тут. Давайте попробуем ей руку поменять. Сейчас. Я знаю, что это довольно туго. Главное ничего не сломать и не порвать. Оп. Хе-хе. Вот такой вот тут шарик. Силикон, он просто по каркасу скользит, он к нему не приклеен. Вот, я вот такую руку ей поставлю, чтобы она могла держать эту телефон. Вот. Сейчас. Страшно, блин. Знаете, снять было легче. Надевать страшнее. Блин. У меня все... Ой, блин, у нее еще в запястье шарнир. Я испугалась, что я погнула каркас, но я думаю, это невозможно, потому что там очень жесткий этот... Блин, мне кажется, я сейчас не одену на камеру, мне надо это отдельно делать. Секунду, я вернусь. Я одела кисть, но мне кажется, не до конца. Честно говоря, очень страшно, потому что вот здесь вот силикон как будто начал надрываться, а может и нет. И вообще он такой мягкий, как желе. Короче, блин, мне страшно. Зря я вообще снимала руку. Надо будет посидеть, потом поразвлекаться. Вот. Ну, как бы она двигается, и ладно, для кадров сойдет. Вот. Где тут ее этот смартфончик? У нее тут специально резиночки сзади, чтобы она могла его держать. Сейчас мы его в руку дадим. Давай. Оп. Все. Супер. Все, вот так вот она у нас со смартфончиком выглядит. В общем, мне надо просто извините, привыкать. Я поэтому не могу прям сразу тут все ей наменять. Меня это пугает. Вот. Ноги, соответственно, еще сложнее должны сниматься, потому что там еще больше шарики. Я не буду их снимать. Кому надо, найдите видео, посмотрите. На коленке у нее такой наколенник красивый. Платье тоже классное. Вот, собственно говоря, это платье меня и покорило. Оно очень красиво сидит на фигуре. И у нее прям, знаете, вживую соски проступают. И это прикольно, мне кажется. Из-за этого она выглядит довольно натурально. Ой. Вот. Хочу снять ей платье. И, блин, оно, походу, снимается через голову. Блин, мне так страшно с ней взаимодействовать. Давайте я вам так покажу ее тело. В общем, у нее тут трусики. Смотрите, какие красивые трусики. Сексапильные. Попа, конечно, грустная, честно говоря. Мне кажется, ей как-то не хватает округлости попы. Но если как-то вот так сделать, то попа сразу становится как-то поаппетитнее, да? Ну, смотрите, она не держит, потому что силикона много. Но ноги, вот ляжки прям очень красивые. Всякие чулочки, еще что-нибудь. Красота. Вот. Ну, вообще скульпт тела меня немножко смущает. Он какой-то простовато, угловатый.
То есть та же попа, да, ну как бы попа, это, наверное, первое, почему можно определить мастерство скульптора. Потому что если она какая-то вот такая вот вся, не знаю, как две слепленные половинки, а не как две округлые булочки, то это, ну, признак того, что как бы скульптор не очень профессиональный. Потому что я не думаю, что когда создают такую прям привлекательную девушку, хотят ей сделать грустную попу. Я думаю, нет. Я думаю, пытались сделать очень красивую попу. Есть, кстати, следы от заливки силикона. Вот, видно. Прикольно, что он затонирован частично. Вот тут, наверное, под коленочками грязь. У нее довольно некрасивая еще промежность, как по мне. Вы можете найти фотки. Я здесь не буду на Ютубе показывать вам обнаженку кукольную, заметьте. И можете найти фотки. Это выглядит, честно говоря, очень странно, как будто вообще никогда человек не видел женскую анатомию, как будто у куклы просто, извините, разрыв там. И мне кажется, это прям страшным. Я когда первый раз увидела, в осадок выпала. Но я догадываюсь, для чего может быть сделано так, а скорее всего это для того, чтобы когда на нее надеваешь обтягивающую одежду, типа была вот здесь такая верблюжья лапка. В общем, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. И как раз азиаты это очень любят. И у второй девочки из этой серии у нее как раз лосинки. Или как трикотажные шорты, вот. И как раз вот они там смотрятся очень похожи. Именно вот так вот собираются, типа сексуально. Вот. А грудь я, наверное, могу показать, если приоткрою. Сейчас. Я просто очень не хочу снимать это платье. Но грудь мне тоже кажется, короче, очень грустной. Не знаю почему. Вот там сиська. Сиська. Это кукольные сиськи. Кукольные. Это скульптура, и это творчество, и коллекционирование. Вот. Вот. И не знаю, в общем, какой-то очень, с одной стороны, простой и красивый скульпт, да, а с другой, как будто у него какие-то недоработки. Вот он очень базовый, прям очень базовый. То есть не хватает каких-то более аккуратных нюансов. Например, анатомичной груди, которая бы ощущалась так, как будто она, ну, тяжелая, как будто она реально вот висит, как будто это живая грудь. И вот попа, промежности, не знаю, как-то вот оно, вот эти места, они меня смущают сильно, потому что я привыкла уже к качественной лепке, да, к работе таких скульпторов, которые как ответственно относятся к таким элементам. Но, конечно, в одежде это все выглядит превосходно. Вот, в одежде она богична и прекрасна. Вот такая вот девчоночка. Насколько я знаю, ее каркас металлический. Я, кстати, тут немножко подглядела. Там пластиковые держатели для шарниров. Вот. И эти шарниры... Что это у нас тут снялась? И шарниры кое-где двойные. Как я понимаю, вот здесь, скорее всего, в коленях, чтобы она могла хорошо согнуть ногу. Оп, потому что с одним шарниром она, скорее всего, так не согнет. Вот. А может, здесь и один. Не знаю. Вот здесь, может, и один. В общем, у нее вроде бы в спецификации написано, что 28 точек артикуляции. Если считать чисто по одному шарниру в каждом сгибе, то не получается 28. Поэтому я предполагаю, что так. Я мечтаю о подобном каркасе для своих зверей каркасных. Кстати, вот, ну, я думаю, вы заметили, у меня здесь лежит мой звереныш. А тут у меня стоит еще один мой звереныш. Кстати, размерчик. Этот 40 сантиметров, этот 30 сантиметров. Вот, я прям мечтаю. Я очень хочу себе тоже сделать такой металлический каркас, но как бы это нужно разрабатывать. На Алиэкспресс есть немножко частей для таких каркасов универсальных, но из него сложно собрать конкретно то, что нужно мне. Вот. Поэтому нужно разрабатывать. Никто из таких фирм каркасы отдельно не продает. Можно его получить только если вы разберете, да, разрежете силикон, разберете куклу, тогда, может быть, как бы вы еще сможете себе заполучить этот каркас. Но, опять же, зачем? Если нужен каркас определенный под размер. И я не понимаю. У нее там... Сейчас. В
общем, если нужен каркас под определенный размер, то его надо самим разрабатывать. Собственно, моя подруга Даша тоже давно мечтает о таком каркасе. Она давно хочет сделать свою силиконовую куклу. Фантастическую. Но как бы эта идея заглохла, потому что мы особо не занимались ей, не интересовались, как это производится, где брать каркас. И поэтому вот сейчас, когда я получила Bing, как-то, знаете, желание проснулось с новой силой сделать что-то свое, уникальное. И очень прикольно вообще пощупать, посмотреть и понять, надо ли оно действительно нам. И хочу сказать, что надо. Надо. Металлический каркас – это прям что-то с чем-то прекрасный, совершенно удобный инструмент. И мне кажется, что для каркасной игрушки это будет прекрасно, ну а для силиконовой, само собой. Вот. Так, одеваем ей куртку. Ну, сразу такой широкая становится. Широкая на широкую. Кстати, я вам еще хочу кое-что показать. Я вам показала, как двигаются глаза у Bing. Я вам сейчас покажу, как двигаются глаза у моего оленя. Потому что я наконец-то осуществила эту функцию. У первого оленя этого не было, а у второго есть. Я его еще не доделала, но я только вам покажу, потому что мне очень хочется. У него все закрыто сзади, поэтому тут доступ через силиконовую палочку. То есть спереди. Вот, соответственно, глазик, да. И вот такие палочки я к каждой игрушке буду вкладывать. И можно спокойно повернуть ему глаз. Я второй не буду открывать, но, в общем, у него два глаза, оба вот так поворачиваются. Конечно, я буду потом про это еще рассказывать. Но вы первые, кто это увидел из не моих друзей. Вот. Можно спокойно ставить. И, соответственно, вот веки закрываются. Но я его пока обшиваю. Вот. Так, вернемся к Bing. Я что-то тут заболталась, запоказывалась. Давайте вернемся к Bing. Дадим ей сумку. Ну и, собственно, возвращаемся на дальний план. Ну вот, Bing и распакована. Кстати, заметили, я снимаю в курточке, чтобы быть с ней на одной волне. У меня, кстати, тоже есть такого же болотного цвета куртка, но я еще не разбирала зимние вещи и не нашла ее. Поэтому снимаю в таком бомбере своего мужа. Ну и он такой оверсайз, ну немножко. Вот, поэтому как раз в стиле этой девчонки. Ощущения, конечно, непередаваемые, потому что такое я еще никогда не трогала. Вот. И вот она такая вот девочка в полном образе, смотрите. Надеюсь, фокус будет, надо спрятаться. Вот. Вот такая вот девочка. Скажу еще раз, что я совершенно в восторге от аутфита и аксессуаров. И я хочу, чтобы все кукольные аутфиты и аксессуары были такого качества. Даже если они будут столько стоить, оно того стоит. Простите за тавтологию. Что еще я могу про нее сказать? Запах довольно ощутимый от силикона. Он такой сладковатый, довольно приятный, знаете. Но вот спустя время, пока я снимала, у меня уже начинает болеть от него голова, потому что пахнет как будто бы духами. И это странно. Я не знаю, норма это или нет, выветрится он или нет. Слава богу, что он приятный хотя бы. Силикон прям очень мягкий на ощупь, он как желешечка такая. Я, когда кисть переодевала, в итоге немножко помяла, но, слава богу, он восстановился. И меня пугает вот это вот переодевание ног, кистей. Потому что силикон действительно очень мягкий. Еще особенно с моими когтями-ногтями порвать шанс большой. Поэтому, ну, я, скорее всего, и так не буду часто ей руки, ноги менять. Но, в общем, аккуратнее. Хочу теперь ее пофоткать на улице, на свою новую камеру. И выложу фотки у себя в Телеграме, так что переходите туда, смотрите. Ссылки все в описании. Также мои видео теперь на день раньше выходят на Дзен. Так что тоже туда подписывайтесь. Ссылка тоже в описании. И вообще везде подписывайтесь. Ставьте мне лайки. И, пожалуйста, пишите комментарии. Я на самом деле очень люблю общаться. И очень люблю
общаться про кукол особенно. Так что пишите, кто поселил себе City Girl, какие у вас ощущения, первая ли ваша это такая кукла. Мне очень интересно, потому что статистику собрать хочется. И все, я вроде все рассказала. Пока-пока.